Самооценка 2. Общение без разговоров. День 9. Положи руки на грудь, сделай несколько глубоких, хороших вдохов-выдохов. Расслабься. И сейчас я попрошу тебя представить, не вспомнить, а представить, немножечко пофантазировать. Если бы ты пришла в свою семью, то есть как бы вселилась в маму, в тело ребенка, который собирается родиться через какое-то время. И вот ты туда проходишь, как бы вселяешься в этого ребенка, и проходит сколько-то месяцев, ты начинаешь все лучше и лучше чувствовать изнутри маму, именно чувствовать. То есть вот это вот мыслительный процесс у тебя еще не развивался. Ты именно ощущаешь маму, ощущаешь мамино эмоциональное состояние, мамину любовь. Потом ты рождаешься и постоянно ощущаешь мамино именно эмоциональное состояние. И ты именно получаешь вместе с маминым молоком, маминой заботой ее эмоциональное состояние. И привыкаешь к тому, с какой энергией ежедневно она тебе что-то дает. То есть ты привыкаешь получать вот такую вот любовь. При этом рядом есть еще другие люди, любовь которых ты тоже получаешь, внимание которых ты тоже получаешь. И сейчас у меня вопрос к тебе. Что это за любовь? Что за любовь ты привыкла получать в детстве, с детства? Предположим, это твоя мама. Какие эмоции она к тебе кажется, испытывала в то время? Или может был кто-то другой, кто тоже любил тебя некой такой энергией из транса? То есть это обычная ситуация, когда каждый из нас рождается, особенно в российской действительности. Ты рождаешься и понимаешь, что вокруг тебя люди, которые находятся в трансе. А когда человек находится в трансе, у него зажат вот этот вот эмоциональный центр, ему уже не до коммуникаций. И в итоге мы наблюдаем то, что есть в большинстве семей. Это когда близкие люди друг с другом не общаются, не разговаривают. Потому что, чтобы начать общаться, нужно проснуться сначала. И нужно, чтобы тот человек тоже проснулся. А если он все время в таком вот расколбасе, в каком-то своем трансе, в каком-то своем сне, этот транс им управляет, направляет его действия. В этом трансе можно жить, что-то делать, повторять какие-то одни и те же телодвижения, повторять вокруг себя судьбу, один и тот же день сурка, но тут не до общения, не до коммуникаций. И именно в такой семье рождается каждый из нас, что есть там какие-то чьи-то трансы. Момент самый главный здесь в том, что когда мы говорим про транс, мы не фокусируемся на мыслях, на убеждениях, на установках, потому что они появились потом. Нам нужно добраться именно до самих эмоциональных трансов. И вот ты, значит, вернись обратно в свое детство, в свой дом, как он тебе представляется. Я прошу тебя не вспомнить. Я прошу тебя представить. В чем разница? В том, что нам нужно понять, какие трансы остались, что мы еще не простучали, что еще мы не проработали, потому что даже если у тебя было какое-то сложное детство с какими-то жесткими историями, тебе не нужно вспоминать и заново это генерировать, тем более, что у тебя и не получится, особо если ты нормально все проработал. Нужно именно достать, что осталось. Поэтому я прошу именно представить, как если бы это было так, то что за любовь ты бы получала. И простукивай по ребру ладони. Хотя мне страшно купаться в любви лучше, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя мне кажется страшно купаться в любви лучше, я все равно глубоко и полностью люблю и ценю себя. Хотя мне кажется страшно купаться в любви лучше,
чем любовь мамы в детстве. Или, может, любовь еще кого-то рядом. Похоже, мне просто страшно. Может, я боюсь любви лучше. Может, я просто не знаю про любовь лучше. Может, мне кажется, что я не заслуживаю любовь лучше. Похоже, я продолжаю кого-то толкать на такую же любовь, которая была у меня в детстве. Мне страшно получать любовь лучше. И хотя мне кажется страшно купаться в любви лучше, я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю и принимаю себя и всех моих близких в детстве, и всех, кто с этим связан. Поначалу, брови, весь этот страх получать любовь край глаза, как в детстве. По глазам весь этот страх получать любовь. Под носом как было с мамой. Подбородок весь этот страх получать любовь. Учиться я воспринимал любовь от мамы. Под рукой вот что значит получать любовь. Макушка страшно получать любовь. Одной рукой по сердцу постукивай. Начало брови страшно получать любовь. Край глаза. Что такое любовь? Под глазом. Как ощущается любовь? Под носом вот какую любовь я получал. Подбородок весь этот страх купаться в этой любви. Учиться и весь этот страх. Под рукой купаться в любви лучше. Макушка, может, я что-то делал? Начало брови, чтобы получать любовь лучше. Край глаза, и мне страшно. Под глазом весь этот страх. Под носом страх любви. Подбородок связан с какими-то эпизодами. Включится весь этот страх любви от близких. Под рукой, и когда я хотел любовь лучше. Макушка, наверное, я что-то делал. Начало брови, наверное, я что-то говорил. Край глаза, может, я надевал маски и контролировал. Под глазом, и с этим связан страх. Под носом весь этот страх. Подбородок, весь этот страх. Учиться страх получать любовь лучше. Под рукой и удивительное дело.
Макушка, что вся эта боль. Начало брови, все эти переживания и травмы. Глаза, все эти негативные эмоции. По глазам из-за того, что мама меня любит недостаточно. Под носом, может, отвергает. Подбородок, может, не дает внимания. Чувство, может, не дает и не делает то, что я хочу. Под рукой это травмы про любовь мамы. Макушка про любовь человека. Начало брови, которая старалась любить меня максимально. Край глаза про человека, который всю жизнь посвятил мне. По глазам вся эта боль и все эти травмы. Под носом, что мама меня неправильно любила. Подбородок, что мама любила меня не так, как я хочу. Чувствуется, что я недополучил любовь. Под рукой я вытряхиваю их из своего сердца. Макушка, я отпускаю весь этот страх. Начало брови, позволять любовь лучше. Край глаза, весь этот мой страх. Под глазами, из-за которого я кого-то толкаю в трансы. Под носом, чтобы меня любили, как в детстве. Подбородок, и так я себе показываю. Чувствуется, какие эмоции нужно мне проработать. Под рукой, чтобы купаться в любви лучше. Макушка, чтобы позволить себе больше любви и лучше. Начало брови, все эти эмоции маленького ребенка. Край глаза, я вытряхиваю их. По глазам из каждой клетки своего существа. По носам все эти образы, как меня любили. Подбородок, все эти толкания кого-то в те же самые состояния. Чисто чтобы получать их любовь. Под рукой из трансов. Макушка, я позволяю людям любить меня лучше. Начало брови, весь этот страх. Край глаза, который продолжает обо мне заботиться. По глазам страх повторения этой любви. Под носом я его вытряхиваю. Подбородок вытряхиваю из своего сердца. Чисто вытряхиваю из своего тела. Под рукой вытряхиваю из энергетической системы.
Макушка, больше мне любви. Начало брови, больше мне заботящейся, радостной любви. Край глаза, больше мне божественной любви. По глазам, больше мне исцеления любви. Под носом, больше мне пробуждающей любви. Подбородок, больше мне пробуждающей любви. Учиться, больше нам пробуждения. Под рукой и своим сердцем я зажигаю сердца близких людей. По большому пальцу, больше нам сердечного пробуждения. По указательному, больше нам освобождающей, пробуждающей любви. По среднему, больше нам радостной, благодарной, чудесной любви. По безымянному, больше нам освобождения и пробуждения любовью. По мизинцу, больше нам чудес. По ребру ладони, и я позволяю себе купаться в этой любви. И приглашаю всех к этому. В теле, уме и духе. Снова положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов, выдохов. Простучи этот раунд один раз, вот этот вот, или несколько раз. Напиши в комментариях, какая у тебя история возникает о том, что в какую семью, в какой мир, в какое тело ты вселяешься, чтобы получать какую любовь. Просто вот что тебе возникло, вот что первое пришло в голову. Напиши в комментариях под этим видео, чтобы более детально мы могли работать с тем, что есть у каждого из участников, кто сейчас проходит этот марафон. И увидимся в следующем дне. Спасибо.